Хотите посмеяться от души, следя за приключениями героев добрых, остроумных, блистательных фильмов? Тогда сборник лучших советских комедий специально для вас. Самые разные персонажи, гениально воплощенные великими актерами, не потеряли своей актуальности и найдут отклик в сердцах взрослых и детей. Дорогие друзья, список фильмов составлен из личных предпочтений. Конечно, он может быть больше и будет составлен мною в дальнейшем в большем объеме. Если вам понравится это видео и будет отклик от вас в виде лайков, комментариев и подписок на канал, смотрите это видео и не переключайтесь, будет интересно. Иван Васильевич меняет профессию. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш и другие. Кратко о сюжете. Инженер погружен в работу изобретением машины времени. При ее запуске отключается электричество во всем доме. Активисты, супруги Бунша, приходят поскандалить с гением, доказывая ценность изобретения для общества. Ученый демонстрирует мужской части читы работу прибора. В результате этого к ним присоединяется знаменитый вор Милославский, забравшийся в это время в квартиру соседа. Затем гости случайно отправляются в эпоху правления Ивана Грозного, а царь оказывается в советской действительности. У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Операция «И» и другие приключения Шурика. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях Александр Демьяненко, Наталья Селезнева, Алексей Смирнов, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Михаил Пуговкин и другие. Кратко о сюжете. Фильм состоит из 3 новелл, объединенных главным персонажем. Студенту Шурику повезет потрудиться на стройке вместе со злостным хулиганом, отбывающим наказание в виде исправительных работ. При очень странных обстоятельствах познакомиться с прекрасной девушкой и подежурить ночным сторожем за бабушку, сдающую ему жилье, именно в то время, когда на складе будет происходить кража со взломом. Сразу 3 лучшие советские комедии представлены в одной киноленте. «Бриллиантовая рука». Режиссер Леонид Гайдай. В ролях Юрий Никулин, Евгений Миронов, Анатолий Попанов, Нина Гребешкова, Станислав Чекан, Владимир Гуляев, Нона Мордюкова и другие. Кратко о сюжете. Семен Семенович Горбунков, рассеянный и наивный человек добрейшей души, отправляется в круиз на теплоходе. Вместе с ним в путешествии оказывается обаятельный модник и контрабандист, входящий в преступную группу под предводительством загадочного шефа. Мужчины становятся приятелями. По стечению обстоятельств в Стамбуле, где мошенник должен получить драгоценности для перевозки через границу, сообщники путают 2 советских туристов и накладывают гипс с контрабандным товаром честному гражданину. Джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. «Джентльмены удачи». Режиссер Александр Серый. В ролях Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднер Муратов, Савелий Крамаров, Наталья Фатеева, Эраст Гарин, Николай Алянин и другие. Кратко о сюжете. Опасный преступник по кличке Доцент спрятал награбленное, имеющее историческую культурную ценность. Криминальное трио попало за решетку, но предводитель оказался вместе с более строгим режимом. К счастью, у Доцента находится двойник, хотя и противоположный по характеру. Помогая государству, заведующий детского сада перевоплощается в злодея и садится под его именем в тюрьму. Разузнать информацию сообщников грабителя. Чтобы узнать больше, милиции придется имитировать их общий побег. Я единственный свидетель. Украли. Что украли? Девушку, Нину. В общем, он ведет себя так, как предупреждал нас товарищ сам. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Режиссер Леонид Гайдай. В ролях Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрундик Мкртычан и другие. Кратко о сюжете. Шурик отправляется на Кавказ. Здесь он собирает образцы устного народного творчества и влюбляется в спортсменку, комсомолку и просто красавицу, оказавшуюся невестой другого. Парень с грустью помогает жениху похитить ее, как требуют законы гор. Позже наивный молодой человек узнает, что его ввели в заблуждение, сделали соучастником преступления. Чтобы он не стал помехой, героя помещают в психбольницу. Шурику придется найти способ освободиться и спасти Нину. Вы
лица, огоньки, веселый глаз. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе голосами свои. Девчата. Режиссер Юрий Чулюкин. В ролях Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова и другие. Кратко о сюжете. Сибирь. Рабочий городок лесорубов. Передовик Илья Ковригин, бригадир и любимец девушек. В качестве повара приезжает юная выпускница училища и детского дома. Маленькая, забавная, не считающаяся красавицей, бойкая Тося. На первом же танцевальном вечере она показывает всем свой нрав. Сталкиваясь с Ковригиным, который не привык к отпору, он заключает пари с приятелем, что влюбит ее в себя за неделю. Лучшие советские комедии не могли обойтись без этого доброго и светлого фильма. Самогонщики. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Владимир Пиццак. Кратко о сюжете. Знаменитые антигерои советского кинематографа Трус, Балбес и Бывалый готовят и продают самогон. Место производства укрыто от посторонних глаз в лесу. Напробовавшись собственного творения, приятели решают позаботиться над собакой, псом Барбосом, и дают ему смоченный в напитке сахар. Собака отвечает разрушениями, опрокидывает емкость с приготовленным на продажу товаром. В придачу совершает то, чего от него никто не мог ожидать, а предположить, к чему это приведет, тем более. В день приезда он фехтовался на палках. Ты меня в гроб входишь. Я издал приказ об отчислении Иночкина. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Режиссер Элем Климов. В ролях Виктор Косых, Евгений Евстигнеев, Арина Олейникова, Илья Рудберг, Лидия Смирнова, Алексей Смирнов, Нина Шацкая и другие. Кратко о сюжете. Летняя смена в пионерском лагере. Его начальник Дынин – человек добрый, но ни на шаг не отступающий от инструкций и страха личной ответственности. Костя Иночкин на свою беду пренебрег запретом, переплыл реку во время купания. Нарушитель изгнан с места отдыха домой к бабушке. Мальчик больше всего боится ее расстроить, поэтому возвращается и прячется под главной трибуной, где его находят товарищи. Тайное проживание может раскрыть только родительский день. Ребята очень постараются его отменить. Сиденье стула, зашила свои бриллианты. 12 стульев. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях Арчил Гамиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Наталья Воробьева, Нина Гребешкова и другие. Кратко о сюжете. Остап Бендер – авантюрист, мечтающий разбогатеть. Он узнает о сокровищах, спрятанных в одном из 12 стульев мебельного гарнитура умершей аристократки, который распродан по частям советской властью. Вместе с ее наследником весьма зрелого возраста он отправляется на поиски заветного стула. Параллельно с ними за богатством охотится отец Федор, душеприказчик усопшей старушки, грезящий о собственном свечном заводике, лидер проката своего года и одна из лучших советских комедий за историю кинематографа. Мы пошли в баню. Завершает сегодняшнюю подборку лучших комедийных фильмов «Ирония судьбы» или «С легким паром» режиссер Эльдар Рязанов. В ролях Евгений Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвинд, Георгий Бурков, Лия Хиджакова, Александр Белявский и другие. Кратко о сюжете. Женя Лукашин, хирург, московский холостяк, отваживается жениться. Каждое 31 декабря он традиционно отправляется в баню с 3 друзьями. Один из них собирается в Ленинград к супруге, задержавшейся на праздник в командировке. Мужчины вполне интеллигентно напиваются, отмечая важные события. Лишь 2 остаются в сознании и грузят в самолет Женю. Не протрезвев, он едет домой и ложится спать. Типичные названия улиц, дома, квартиры, замки и мебель не дают понять, где он находится, пока не приходит хозяйка жилья.